Сегодня, ребят, будет такое разговорное видео ламповое. Вот я расскажу, что я хотел сделать. Думаю, вам будет интересно послушать и понравится вам такое разговорное видео. А перед началом ролика поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь этим видео с друзьями и напишите какой-нибудь комментарий, мне будет очень-очень приятно. Погнали к просмотру. Вам приятного просмотра. Всем привет, ребята и девчата, с вами Андрюха. Я где-то в середине января пытался найти какое-то учреждение, чтобы поехать получить новые какие-то навыки, чтобы новое что-то узнать и так далее. Это же прикольно, когда новые знания будут получить. Это же круто, что-то новое, что-то другое совершенно, не все дома сидеть и ничего такого не делать. Но я что-то делаю, и думаю, занимаюсь, прививки делаю и так далее. Для себя, конечно, пока что. Вот. Я искал такие учреждения, искал, пару дней где-то сидел, искал. Там я хотел либо программирование, либо дизайнер графический, чтобы картинки делать еще красивее, ахты и так далее. Короче, мне тут подсказали один сайт, я посмотрел. В Архангельске неподалеку от меня 600 с чем-то километров есть такое учреждение для таких детей, как я. Вот. Но там профессия получается только швея, портной, ремонт по обуви. Нафиг мне это не нужно. Мне нужно что-то, чтобы связывало с компьютером. Я дальше ищу. Но большинство городов это только швея, портной ремонт по обуви, бухгалтер, экономика и так далее. Но мне все это не интересно. Вот. Нашел 2 учреждения, даже 3, может, даже и больше. Один я нашел в Рязанской области, город Михайлов. Вот. Там обучают вот этому программированию. Называется это информационные системы и программирование. Вот так это называется там. В общем, по идее, одно и то же, там тоже программы писать и так далее. Написал туда так-то, я такой, что умею делать, что не умею делать. И важный вопрос спросил: у вас есть персонал, который помогает людям, такой, как я? Но они ответили, что нету, надо вся эта
самому делать. Меня это не устраивает, потому что я не все сам могу делать. Например, носки мне это не одеть, родители меня одевают, и братья. Мама мне зубы чистит. Я бы, конечно, и сам как-нибудь бы почистил, но у меня руки иногда дрожат. Просто я, когда, например, буду чистить, я могу себе там десны, зубы повредить. Блин, так бы мог почистить сам. И никаких проблем бы не было. Если мне накладывают, кушаю там, чай мне наливают, я из трубочки пью. А еще насчет мытья. Мы с папой ходим в баню, он мне там спину только мочает, мне спину никак самому не намочает, не помыть, то есть. А дальше что там? Вот. Я стал искать дальше какие-то заведения и нашел в Ивановской области город Кинешма. Вот. Но это получается училище-интернат. Так, вот, сейчас, ребята, интересно будет, я им написал на почту, они мне в понедельник ответили, попросили написать свой номер телефона, я написал, чтоб со мной созвонились со мной, все уточняли, что могу делать, что не могу. И я спросил там, есть у вас персонал, который помогает. Также никого нет. А где-то писали, что в этом интернете есть персонал, который помогает. Может, это давно было и убрали, я не знаю. В общем, меня поспрашивали, сколько классов я закончил, 9. Я все ответил. Кстати, если хотите, чтобы я записал видео, как я учился, я вам обещал, но все еще не делал. Проявите активность на этом видосе, что хотим, лайками закидайте, комментариями, и я в скором времени сделаю. Так, вернемся к этому учреждению в Ивановской области. Вот. Я ему сказал, что не умею носки делать, зубы чистить, помочь как бы мне с мытьем надо. Они ответили, что там тоже нету никакого персонала, все самому надо. Вот это меня огорчает. Но они мне предложили носки с этим слабой резинкой купить и учиться делать, но, блин, с слабой резинкой они с меня спадают. Я тогда попытался их одевать, носки минут 10 одевал,
когда дома никого не было. Ходил кое-как быстро, там резинка не шла. Ой, не другая была такая слабенькая, слабая. Вот, они говорят, у нас в столовую приходишь, тебе приносят кушать, напиток какой-то и так далее. Ты ешь, ты можешь за собой посуду унести, а можешь не уносить. Я говорю, понятно, это трехразовое питание. Я так понял, утром, завтрак, обед, днем какой-то полдник и вечером ужин. Я, наверное, так понимаю, это четырехразовое питание. Я спросил у вас, приезжают люди на коляске, как справляюсь? Они говорят, ну да, приезжает, но он как бы по помещению передвигался там, а там уже надо это как из интернета перейти через дорогу, и там будет училище. И они сказали, он у интерната садился на коляску, и ребята помогают перевозить его через дорогу. Они также мне сказали, что ребята из своей комнаты, если поселиться туда, могут себе, в принципе, помочь с тем, что тебе надо. Но, знаете, я потом такой подумал, даже если я и поеду, я думаю, там такой помощи мне никто не окажет, как дома. Не, я, в принципе, бы справился. Просто надо, ребята, выходить из зоны комфорта, что-то новое узнавать, ехать куда-то, развиваться, а не на одном месте сидеть. Но мне там ногти на руках и на ногах никто не обстригет. Мне самому ногти не обстричь. В ушах не почистить. Поэтому, если бы были бы там рабочий, который помогает тебе в этом во всем, я бы с радостью поехал. Но еще, ребята, одна проблема есть. Для программирования нужна информатика и физика. А у меня как бы я учился, у меня не было ни физики, ни информатики. Они сказали, ты, в принципе, можешь начать ее учить. Мы можем тебя и на этот год взять, если все получится, ты получишь. Плюс, если директор даст аттестат, мы тебя можем в этом году взять. А можем и в следующем через 2 года. У меня только есть свидетельство об обучении, а аттестата нету почему-то. Может, потому что
я не сдавал экзамен, может, поэтому нет у меня аттестата. Вот, ребята. Я бы так там, чтобы справился, я бы и выучился на этого программиста. 3 года, 10 месяцев. Потому что они посмотри мой канал и посмотри, какое у меня стремление ко всему. Мне охота узнавать что-то новое. Я как бы это и стараюсь делать. Они говорят, даже если ты поступишь, ты сможешь выучиться. И они мне сказали, на это программирование надо очень много времени. Я это прекрасно понимаю, что на это очень надо много времени уделять. У тебя времени вообще не будет свободного, ты будешь все изучать, практиковаться и так далее. Зато ты когда выучишься, вообще супер будет. Красота. Сможешь создавать какие-то программы и так далее. Это же клево. Просто понимаете, ребят, почему я хотел поехать учиться куда-то, а не дома учиться, сидеть. Потому что, может, там как-нибудь все получилось с развитием, может, даже и как-нибудь там и остался в каком-нибудь там городе. Нашел бы кого-нибудь и остался здесь, потому что где я живу, тут уже ничего не сделать, ничего не добиться, потому что тут ничего нет. Поэтому мне хотелось поехать учиться куда-то. Но, увы, персонала нет там, поэтому мне там я бы так справился, но зубы, ногти на руках, уши почистить, мне этого никто делать не будет. Надеюсь, вы меня прекрасно понимаете. Вот вы здоровые люди. Вы можете все делать, а у меня, я тоже человек здоровый, как бы, но у меня есть ограниченные возможности. Какие-то действия я не могу делать, как вы. Поэтому буду как-то дома сидеть, развиваться. YouTube. Надеюсь, что у меня получится, как бы. Я знаю, что у меня что-то такое заветное чудо впереди ждет. Я знаю, я буду ждать этого чуда, не останавливаться. Хоть даже не получилось это учебы куда-то поехать. Зато я знаю, произойдет то, что я не ожидаю вообще. И у меня все равно, ребят, получится рано или поздно отсюда уехать куда-нибудь. В какой-то либо город, думаю. Пускай кто-то говорит, ой, куда ты поедешь?
Пускай говорит, я просто не буду никого слушать. Просто найдется тот самый человек до меня. И все обязательно сложится так, как я хочу. Вот, ребята, навыки я бы не против получить. Программирование я еще тогда думал об этом. Ну, ладно. Вот так, ребята, вы не теряйте свою возможность учиться, добиваться своих целей. И это учеба, это как бы круто. Это тебе очень поможет в будущем поступить куда-то, выучиться, а потом работать. И себе как бы на хлеб зарабатывать. Не только на хлеб, на семью и так далее. Вот с вами поделиться вот таким видосом. Поговорить вам по с вами. Надеюсь, вам понравилось. Вот так вот, ребят. Обязательно не теряйте никакой возможности. Если что-то вам предлагают, не отказывайтесь, соглашайтесь. Не теряйте никакой возможности. При первой возможности делайте то, что вам охота. Вот. И выбирайтесь из зоны комфорта. Не бойтесь ничего. Выходите из этого, из этой зоны, и у вас огромное будущее впереди. Я вам это гарантирую. Не сидите дома, едьте куда-то, учиться и так далее. И у вас обязательно это все получится. Пишите в комментариях, какое видео вы хотите, чтобы я еще об чем-то рассказал. Пишите, что вам интересно обо мне узнать. Я почитаю ваш комментарий и обязательно решу и сделаю, может быть, такой видос. Не наверное, я точно. Так что, ребят, развивайтесь, еще раз развивайтесь. Это очень круто и вам поможет очень в жизни это. Вот, я вам это советую. И я думаю, вы со мной полностью согласны. А кто досмотрел это видео от начала и до конца без перемотки, спасибо большое за просмотр. Ставь обязательно лайк, пиши комментарий, что ты думаешь об этом видео, об моем обучении, как я рассказал. Я думаю, вы со мной согласны, что мне там никак это все не сделать. То, что я вам рассказал, что не умею. Я уметь-то умею, только я себе тут все повырю. У меня как бы руки не очень хорошо работают. Поэтому вот так. Подписывайтесь, конечно, на канал. Мне будет очень приятно. Ну а с вами был Андрюха. Вот такое вам видео получилось на полчасика. Спасибо, что были эти 30 минут со мной.
Спасибо еще раз за просмотр. С вами был Андрюха. Всем до новых встреч. Пока-пока. Также вы скажете, Андрюха, если онлайн обучение может все делать онлайн, учиться и так далее, не выходя из дома. Да, я знаю, что можно учиться на дому, не выходить никуда. Но поймите, я вам чуть-чуть расскажу попозже, почему оно плохое или хорошее. Я вам все объясню. Сейчас скажу другое. Дома учиться одно, в институте учиться другое. Как бы там ребята, вы общаетесь весело, особенно в общаге. С ребятами общаешься, блин, это же очень круто. А что дома ты будешь сидеть? Ничего. Так же будешь в четырех углах сидеть. И в этом ничего хорошего нет. А там как бы развлечение клево, клево. Я думаю, вы тоже с этим согласны. А про онлайн обучение, ребят, я вам скажу. Я смотрю, конечно, сайтики, где можно учиться их дофига. Но я после этого посмотрел видео обзор, где купили курс на программирование вроде и дизайнера веб. Я уж не помню. Они просили где-то заплатили твою сумму, а просили где-то 10-20 курсов, и курсов больше нет. Подождите, мы загрузим их позже. Смысл позже они их загрузят, они должны сразу же быть от начала и до конца. Они, ты прошел где-то 10-20 и больше недоступны. Как так возможно? Эй, вот из-за этого и страшно покупать вот эти обучение курсы на сайтах. Кто-то пишет, что все хорошо, я прошел, все окей. Ну, там все комментарии такие, но на ютубе покупаешь курс, и там нет половины его. Подождите, мы выпустим какого-то числа. Он подождал этого числа, а курса все еще нет. А деньги-то заплачены, а курсов у тебя нету. Понимаете, ребят? Поэтому страшно покупать курсы на сайтах. Может, повезет на какой-то профессии купишь, и все курсы будут. А где-то не все. Даже ипотеку я тогда видел в рекламе. Рекламируют сайт. И блогеры рекламируют. Ну, блин, это, конечно, выбор каждого. Покупать курсы и не покупать. А учиться в институте это гораздо веселее. Это ты, как я уже говорю, ты выбираешь зону комфорта, и это самое главное. Надо выбираться, развиваться. Я не знаю, может, через годик или там, может, поеду куда-нибудь. Посмотрим. Меня еще вот, наверное, вопрос интересует, ребята.
заниматься, развиваться. Блин, в голову идейки гениальные не приходят, что крутые видосы делать, что они залетали по просмотру. Я не знаю, почему они залетают, вроде все правильно делают. Ладно, это не суть. Но нужно, чтобы в каком-то учреждении был персонал, который помогает людям таким, как я. А если нет их там, то бессмысленно ехать туда, потому что если человек не умеет что-то иное делать, то ему просто-запросто там не справиться самому одному, как говорят, там могут тебе ребята из твоей комнаты помогать. Но это все равно ненадежно. Не все ребята могут тебе помочь, чем тебе надо. Поэтому вот так. Но я все равно не буду отчаиваться. Что учеба не получится, буду все равно что-то другое делать. Ютубом буду заниматься. Будем пробовать продвигаться. Будем пробовать экспериментировать с чем-то. Может, получится, мы гоним в тренды ютуба. Блин, круто будет, и я стану популярным. И будут просмотры, будет больше возможностей все делать. Вот, в принципе, вот так, ребят. А пока у меня идей до видосов нет. Игры мне как-то неохота, в голову не приходят какие-то мысли, что делать с видео и так далее. Ладно, видос этот не про видос на ютубе. В общем, ребята, вот так еще раз я вот хочу вам сказать. Едьте после школы, едьте даже в другой город, едьте, учитесь, не пожалеете, да, будет первое время некомфортно, будете скучать и так далее. Может, кто-то не будет, заходит домой, ничего не будет получаться. Ребят, без этого никак. Надо учиться на ошибках. Не все могут. Все ребята едут учиться и там развиваются в чем-то. Что-то не умеют, учатся на этом, и потом они в этом деле плохи. Вот. А в общаге вы будете общаться с друзьями, набираться каких-то опытов других, ошибки других. Это же клево, ребят. Все, ребята, ладно. Я все вроде рассказал, что хотел. Видео и так долго и получилось. Спасибо еще раз за просмотр. С вами был Андрюха. Всем пока-пока. До новых встреч. Пишите в комментариях, что вы хотите от меня увидеть и что рассказать вам еще интересного про